Друзья, всем привет! С вами Дмитрий и мой канал Дмитрий Холланд. В следующих сериях я хочу рассказать, как мы тут в Европе живем, а именно, чем мы занимаемся в свободное время. На моем примере я хочу показать, как мы реставрируем ванную комнату. Что я сейчас делаю? Я сейчас снимаю старый потолок из гипсокартона, оставлю только каркас, вот он так вот выглядит. Я это все делал 11 лет назад, все это было так немножко топорно, сапожно, вон, видите, посмотрите, какие сопли висят. Тогда я не имел такого большого представления, как это все должно быть. Вот видите, все на соплях. Сейчас, наверное, кто меня смотрит из Голландии, они мне хотят сдать, потому что так вообще ничего нельзя, по технике пожарной безопасности. Вот, поэтому сейчас я уже буду делать все на совесть. Вот осталась последняя гипсплата, я ее сейчас уберу. Вот, каркас я это тоже делал все сам раньше. Вроде бы он хорошо выглядит, ничего не заржавело, ничего не испортилось. Вот, сейчас доубираю вот эту последнюю плату. Вот, начал уже, уже заканчиваю практически отбивать плитку. Купил специальный SDS, такой вот долото. Очень быстро отбил, 15 евро стоит. Может быть, потом покажу вам, как оно выглядит. Вот так вот, здесь у меня была старая плитка. Вы ее сейчас только видели, как это все выглядело. Вот еще туалет не остался, не убран. Вот. Здесь вот так. Я показываю с фонариком освещаю, потому что уже освещения здесь нету в этой комнате. Вот. Осталось, вот видите, еще куски плитки старые. Вот. И потом, конечно, я буду все этапы строительства новой ванной комнаты. Так, вон там еще есть, что надо убрать. Я вам буду это все показывать. Эту машинку вы уже тоже в какой-то серии видели, предыдущей или там 2 серии назад. Я сделал обзор на нее. Вот, больше она нам послужила хорошо, мы, в принципе, довольны ею, поэтому скоро она уйдет в историю на свалку в Голландии. Вот, сразу хочу сказать, что в Голландии мусор 4 раза можно выводить бесплатно в этой провинции, где я живу, но единственное, строительный мусор вам надо заплатить. К строительному относятся гипсплаты вот эти, плитка. Вот, кирпичи, то есть все, что связано со стройкой, все это надо платить. Стоить это будет примерно, если взять машину средний буст такой, там, Ford Transit, например, пример Ford Transit, если его полностью заполнить, где-то будет 80, 90, 100 евро, как они там посчитают сами. Если багажник автомобиля полностью заполненный, то где-то 39 евро будет, чтобы отвезти вас, вы приняли на свалке. Так, друзья, быстренько сейчас буду снимать вам, что я тут сделал, и пояснять. Так, смотрите, видите, вот 2 трубки идут. Туда они шли для радиатора. У меня там радиатор водяной висел. Я вам уже сказал, что водяного радиатора я больше не буду делать в ванне. Это непрактично в Голландии. Вот они отсюда шли. То есть я их обрезал и с заглушками такими поставил. Все, это теперь у нас будет электрический вместо водяного. Вот здесь электрический будет висеть. Вот для этого я протянул кабеля. Вот здесь будут выключатели, один выключатель, второй выключатель, то есть один выключатель будет для LED стрипа, такой по всей длине этой ванной комнаты будет световая подсветка такая, ледовская подсветка. Вот это будет спотовые лампы здесь будут стоять, вот видите, я так нарисовал примерно, где они должны стоять. Вот там будут спотовые лампы. Вот, а здесь будет такой встроенный медиаплеер, я в Китае заказал на Алиэкспрессе. Вот здесь будет он идти, и здесь где-то будет один динамик стоять, и там будет другой динамик стоять. Вот. И на пульте можно управлять, там, допустим, когда в сауне сидишь, включил музычку и слушаешь себе спокойно. Вот. Для этого, чтобы отдельно для питания, то есть электричества, я протянул из низа. То есть мы сейчас находимся на 2-м этаже, ванная комната на 2-м этаже у нас находится. Вот для этого я кабель, вот видите кабель. Сейчас вам покажу. Вот он кабель. Я очень долго мучился. Тут, как говорится, если долго мучиться, то что-то да получится. Вот, то есть он будет на отдельную группу предохранителей идти. Вот, то есть свет и радиатор будет от одной группы предохранителей работать. Вот этот кабель будет для душевой кабинки, потому что она там тоже будет паровая душевая кабинка. Там будет тоже 3 киловатта. Это для этого нужна отдельная группа выключателей, предохранителей. Вот, и еще один кабель протянул. Вот видите, еще один кабель. Вот тоже он идет на низ, то есть вот так идет на низ идут.
И они все уходят, там у нас подвал внизу, вот, и через подвал они заходят, где там у нас все эти предохранители находятся, ну, все электричество. Вот, то есть, и ну, сауна тоже будет на отдельном выключателе, ну, предохранителя, вот, потому что там будет стоять печка, которая 3,6 киловатта. То есть это по максимальной, что в Голландии, ну, разрешено вот для таких кабелей. Вот, то есть вот так вот. Вот, что я еще здесь сделал? Начал здесь долбить вот, место для труб вот таких вот. Вот, то есть здесь будет другой умывальник стоять. Вот, вместо этого будет здесь такая тумбочка красивая стоять. И там на ней будет находиться умывальник. Вот. И теперь не будет вот так все топорно, как раньше вот так здесь было. Видите, блин, все это, ну, просто, блин, какая-то проституция. Они, не знаю, кто это все... Я это все делал, но это все было до меня. Это дело в том, что это вот такой очень бюджетный дом. Вот. И поэтому я сейчас все буду утапливать вот в эту стенку. И я тут, когда пилил, блин, проделал дырку. Просто херячил так, как ненормальный. Потому что ширина этой стенки всего лишь 7 сантиметров, ну, плюс штукатурка, ну, короче, около 8 сантиметров, вот, получается, то есть, а это 40 диаметр, вот, ну, и когда я делал, ну, делал место для этой трубы, я наткнулся вот на такую фигню, вот, там было у нас заземление находилось, то есть, идет сверху откуда-то заземление, вот, соединяется с этими трубами заземления, и еще одно заземление пошло еще куда-то, я еще не знаю куда, вот, потому что в Голландии все трубы, все влажные места, ну, где есть влага или ванна, там, допустим, туалет, все должно быть заземлено, вот, чтобы вас током не убило. Вот. И самый трудный момент, вот, что я, ну, еще расскажу вам про трудный момент. Вот, то есть у меня теперь эта труба должна соединяться вот с этой трубой, то есть это 40 диаметр. Здесь у нас будет 70 миллиметров диаметр. Вот, я посредством различных переходников соединю вот эту сточную трубу от раковины. Вот видите, вот так она будет. Примерно сейчас я вам покажу. Вот. Ну, вот примерно вот так, видите, смысл понятен, потому что я сейчас пока ничего не буду делать. Вот, и соединю уже с этой другой трубой, а эта труба уже ходит также в подвал, а из подвала она выходит на улицу уже, вот. Вот, то, что это я вам хотел показать, вот, то есть, я не знаю, как у вас там делать, вы напишите, есть у вас заземление или нету, или что у вас, как вы делаете, есть ли у вас вот такие вот гипсовые блоки, просто мне интересно, как в других странах, вот тоже, видите, выключатель. То есть, ну, розетка будет для радиатора, здесь будет висеть радиатор. Вот, ну, примерно вот до сюда будет длины, метр 40 у него получается. Все, друзья, я иду дальше работать и буду потом дальше снимать. Так, друзья, ну смотрите, дальше я проложил вот эту медную трубу 15 миллиметров. Подсоединил вот такой вот переходник. То есть здесь будет холодная вода для крана. Здесь будет для туалета идти холодная вода. Я там все подключил. Вот она так идет. Единственное, мне надо их спаять между собой. Вот. Надо для этого зачистить внутри вот этого переходника. Вот эту штучку зачистить. Я беру 200, ну, 180 наждачку мелкую. Вот, зачистил. И сейчас обезжириваю это все. Так, вот, смотрите, вот такой вот у нас продается обезжириватель. Специально для припоя. Я не знаю, как у вас. У нас вот такой он. И вот сейчас хорошо наношу на саму трубу, чтобы она не окислялась в то же время, когда я буду припаивать. Вот. И также вот здесь надо... Я просто одну сейчас рукой снимаю. Вот. И здесь то же самое. И все, я иду дальше паять. Так, надо хорошо нагреть. Чтобы пошел аж дым. Чтобы начался припой выпариваться. Не припой, а обезжириватель начал выпариваться.
Так, ну вот, и, надеюсь, я хорошо припаял. Потом будем, конечно, потом все надо будет проверять. Я сейчас возьму. Так, вот, смотрите, друзья. Так, где это она у меня? Вот. Видите, воду только я не опускаю, чтобы она не закалилась. Вот так вот она припаялась. Потом посмотрим. Конечно, это все потом надо в воде включать воду. Прежде чем вы все это будете все это заделывать, надо все это хорошо проверять. Так, друзья, у нас сегодня уже январь. Всех поздравляю с наступившим Новым годом. Сегодня где-то у нас 8, по-моему, января. Я продолжаю вам снимать, что я тут делаю дальше в ванной комнате. Смотрите, я подключил вот эти медные трубы, которые я вам рассказывал, к вот таким вот пластиковым. Вот, и они пошли уже соединены вон там с котлом. Сейчас там немножко все так сделано колхозно, вот, потому что еще вот эта кабинка подключена. Вот, когда эта кабинка уйдет, конечно, там у меня такой Т-образный переключатель, ну, переходник. Вот, я, конечно, такие же пластиковые трубы пущу вот на ту сторону, потому что там будет стоять кабинка, и там пойдут уже на низ медные трубы, потому что пластиковые вот такие трубы нельзя, чтобы они находились в стенке, только медные трубы. Вот, или специальные пластиковые трубы у нас продаются, но они очень дорогие. Вот, то есть я подключил еще 40-миллилитровую трубу, встроил в стенку для слива воды. Вот так она, сейчас я пока заделал, чтобы так, ну, еще пока это все по-колхозному, конечно, все это потом будет еще начисто штукатуриться. Вот так, с помощью такими переходниками я подключил к основной трубе, то есть это 70 миллиметров, затем идет переходник 70 на 40. Вот. И здесь будет 30-миллиметровая, потому что сток из раковин будет 30-миллиметровая, переходит в 40-миллиметровую, вот, и потом уже в 70-миллиметровую трубу. Дальше, что я еще сделал заключением вот этой всей проводки труб и электричества. Вот, подключил все вот такие коробки, подсоединил к ним провода, провел провода. Вот, то есть здесь будет у меня медиаплеер. Я потом покажу все это, конечно. Я уже провел для него провода, которые идут для колонок. Вот такие вот провода. Вот здесь это электрические провода. Здесь будет один диммер, здесь будет второй диммер. Это будет диммер на LED-стрип или наоборот. А здесь будет стоять диммер, на который будет спотовые лампы уменьшать и увеличивать свет. И также зеркало. Вот здесь будет для зеркала выход. Все, я иду дальше штукатурить. Не штукатурить, а именно заделывать вот эти большие дырки, которые я понаделывал. Вот, я купил вот такую вот затирку. Вроде бы в магазине работник посоветовал не чистым ротбантом, а именно вот для заделки таких вот больших дыр. Потому что он сказал, если чисто штукатуркой заделывать, вот, то она немножко мягкая. И если вы там добудете что-то, шкаф будет вешать, или, допустим, здесь будет зеркало, здесь будет шкаф, вот, то лучше очень твердым вот таким вот покрытием заделывать. Все, давайте, я пошел работать. Друзья, еще раз приветики. Видите, я сейчас снимаю очень долго, поэтому периодически буду вот так говорить привет вам всем опять. Так вот, показываю, что я снимаю дальше, потому что сегодня у нас уже конец января, я намного дальше продвинулся в своем ремонте. Сейчас я переверну камеру и покажу вам, что я делаю дальше. Я разобрал кабинку, кому надо, можете приезжать в Голландию забирать. Вот она так вот выглядит с обратной стороны. Ну вот везде я уже плитку отбил. Смотрите, там я уже все трубы провел для воды, горячая и холодная. Вон там вот уже все загипсовал, заштукатурил, имеется в виду. Провел заземление. Обязательно в ванне нужно заземление на все металлические трубы. То есть у меня будет вот теперь вон там заземление, вон там у меня заземление будет. И сейчас я делаю заземление, где будет душевая кабинка. Душевая кабинка будет опять вот здесь стоять, только она будет поменьше, квадратная, 90 на 90. Вот, и смотрите, заземление, вот видите, сейчас я вот эти провода, алюминиевые провода от заземления, они пойдут вот здесь. Там они соединятся на распределительном щитке, коробочке этой. Вот, я подключил вот это заземление к одному и ко второму. Вот, и провел провода тоже для кабинки, для сауны будет вот здесь. Отдельный провод он нужен, я уже до этого сказал вам. Он идет вон туда и вниз идет на распределительный щиток для электричества. Ну, так вот, отбил плитку на полу. Для пола, чтобы выровнять пол, у нас продается, не знаю, как у вас,
у нас продается, называется эгализация Mortal. Я не знаю, как это по-русски. Ну, просто его разбавляется с водой до такого очень жидкого состояния. Просто расплескиваете на пол, и он сам принимает уровень земли. То есть он будет ровненький-ровненький получится. Я до этого уже делал. Видите, он ровный в принципе. Но после плитки есть какие-то выбоинки. Видите, вот такой неровный пол. Поэтому лучше еще на 1-2 миллиметра разбрызгать этого средства. Это не цемент, он довольно-таки дорогой. Ну, он на основе цемента. Вот, он у нас стоит 22 евро за 25 килограмм. Потому что простой мешок цемента стоит 2,5 евро. Вот, поэтому я его купил лучше дорогой, чтобы не заморачиваться. И все, потом я разолью, и он где-то 2 сантиметра опять пол поднимет. И будет идеально ровный, чтобы мне не геморроить с этими растяжками. Все это бетон, здесь придется до хера бетона, выравнивать это пол. Это геморройно. Все, продолжаю снимать дальше. Смотрите, продолжаю снимать, как я делаю ремонт в ванной комнате. Вот я сейчас потолок шил гипсокартоном, покажу, Данила, потолок аккуратненько, ну, не знаю, видно вам. Покрасил его, ну, поштукатурил, потом покрасил. Вот, и сейчас я придумал, тоже подсмотрел где-то у каких-то блогеров, не помню, подсветку. То есть я не буду заморачиваться опять гипсокартоном, тут отбивать все. Я просто беру вот такую вот фигню, ну, как вот телевизоры перевозят, полиуретановая штучка это, или как она называется. И у нас вот такие вот продаются блоки. Вот, вы можете взять похожие что-то, она очень легко клеится, все делается. Я здесь сделал 15 сантиметров, подставку сделал, ну, смысл такой, вот видите, вот так она будет. Вот, это, конечно, все штукатурится. И вот так дальше, смотрите, дальше как. Сейчас я с помощью шурупов просто прикручиваю ее к потолку, вот, затем штукатурю и сюда укладываю LED с подсветку. И все, вот оно все. Это все делается, ну, я не знаю, сколько это я делаю. Не так дорого. В принципе, из гипсокартона тоже дорого, недорого, но придется везде дырки опять сверлить, размерять все. А здесь вон целая штука. Раз. Сейчас я ее приклею. Вот, возьму сеточку, обмотаю сеточкой или уголками. Не, скорее всего, просто уголками. Возьму, куплю уголки. Вот, сделаю уголки сюда. И все, я штукатуривается. Провод, вот, Данила, зайди сюда. Я там вывел провод. Вот, то есть, и все. Вот так вот у меня получается потом подсветка. Давайте. Выключай. Ну вот, дальше, смотрите, я сейчас приклеил вот эту штучку полиуретановую. Вот так вот ее подштукатурил чуть-чуть и покрасил. Вот, на ней будет крепиться сама LED-подсветка, стрип, ну, вот эта лента LED-овская. Вот, и сейчас я буду крепить вот эту уже основную. Короб, он 5 сантиметров, он у меня здесь ширина 5 сантиметров будет, а это 4 сантиметра. Там можно менять варианты, вы можете эту пошире взять. У меня в данном случае, я сказал только что 15 сантиметров, вы можете 20-30, это как вам угодно. Вот, и немножко углы я сделал, вот так закруглил. Из этого материала тоже углы закруглил. Идем дальше. Друзья, ну смотрите, показываю, что я делаю дальше. Ну вот я сейчас вот эту короб, или как это сделал, вот такую вот штучку. Она делается очень легко, я вам уже объяснял, 15 сантиметров, у кого-то может быть шире. Вот, с помощью гвоздей, ну не гвоздей, а шурупов специальных для гипсовых плит. Прикручивал вот к этой гипсоплате. Вот, а та штучка я вам уже показывал из пенопласта, вон там она. И клеем еще там внутри все это склеил между собой. Что я сейчас делаю? Я купил в магазине вот такую вот гибкую, ну не знаю, как она называется, лента, уголок гибкий. Вот так он выглядит у нас, я не знаю, как у вас. Вот такой вот гибкий уголок. И просто сейчас, чтобы у меня все это красиво получалось, вот, я его сейчас вот так наживу с помощью гвоздей строительных. Вот видите. И оно сейчас вот так все идет. И сейчас я поштукатурю на первый раз. И потом еще несколько раз поштукатурю. Вот у него глубина 1 миллиметр. Вот, то есть, в принципе, для этой конструкции очень подойдет. Видите, сразу углы как красиво закруглены. Вот. Там я тоже сделал просто здесь, смотрите, просто одну такую плиту, раз, вторую плиту, а здесь просто уголок вырезал и тоже его закруглил. Вот, и здесь все заштукатурил, вот посмотрите, видите,
как она все выглядит. Сейчас я сделаю вот этой белой штучкой и буду дальше снимать вам. О, видите, как вытяжечка сосет. Так вот, смотрите, друзья, вот что у меня получилось в итоге. Я уже все вам рассказал, показал. Если непонятно что-то спросить, я вам объясню все. Вот, то есть я этот короб сейчас поштукатурил. Не показываю это, потому что кто-то штукатурит по-разному. У нас здесь, где в Голландии, тут по-другому мы штукатурим. В плане того, что здесь полуготовые такие смеси продаются. Вот, ну, чтобы упрощать это все. Я сейчас вот все это покрасил. Да, единственное, я сейчас не знаю, вам заметно или нет, вот просто, вот видите, я сейчас, присмотритесь. Я такой покрасил структурной краской. Сейчас я ее покажу, где она у меня здесь стоит. Нет, я ее уже выбросил. Да, нету ведро. У нас продается такая структурная краска на основе... Подождите, может быть здесь стоит. Вот она, смотрите. Вот такая вот структурная краска. Не знаю, чья это фирма. Вот, там, то есть она состоит из такого кварцевого песка мелкого. Она двух вариантов продается. Мелкого и более крупного песка. Я взял мелкий песок. Ну, чтобы немножко вот так не тупо, знаете, было белое штукатурит, чтобы какой-то рельеф. Просто сейчас немножко идет засветка и не так вам видно. Вот, то есть там лежит, уже я подсоединил для, ледовскую подсветочку. Вот, смотрите, дальше, сейчас я вам дальше все это покажу. Подсоединил пока проверить, вот музыкальный этот медиаплеер. Вот так он здесь так выглядит. Вот, ну вот так выключается свет, вот видите. Вот так вот с помощью. Это будет выключаться вот эта лампочка, ну то есть, которая на зеркале. Вот, и это сейчас я вам, когда подсоединю ледовские споты, я вам покажу, как включается это и выключается. Все. Давайте я сейчас подсоединю лампочки. А это я вот просверлил под динамики вот эти. Ну, просто взял тарелку, вон видите, тарелка лежит, посмотрел по диаметру, подходит. Вот, вот здесь диаметр, я не знаю сколько, 10, может быть, сантиметров. Вот такие вот споты будут ледовские. Вот, и я вот так просто просверлил, он там провода я подклеил вот в нужном месте. И все, вот видите, точно я разметил вот здесь на стене, я записал, где они находятся провода. Вот, и все, сейчас подсоединяю, короче. Ну вот так, смотрите, выглядит подсветка точечная. Или точечная подсветка. Сейчас работает вон там вентиляция. Надо ее потише сделать. И вот поставил такую китайскую балалайку сюда. Покажу, как она играет. Ну так, знаете, когда сидишь по-большому, делать нечего. Или здесь вот будет скоро сауна стоять, надеюсь. Вот, можно включить музычку. Сейчас мы ее включим. И посмотрим, как она будет играть. Так, ну вот, друзья, смотрите, видите, я сейчас стараюсь заглушить немножко музыку, чтобы YouTube там не забанил это все видео. Вот, так она выглядит, смотрите, сейчас я выключу видео, покажу, что здесь есть, вот. Ну, играет нормально. Вот, и видите, как она играет нормально. Друзья, ну вот и подходит к заключению мой ремонт в ванной комнате, который растянулся на долгие 3 месяца, ну, потому что я после работы это все делаю. Я вот такую вот плитку купил. С помощью вот таких вот клипсов, они сейчас очень популярны, очень удобно все, то есть размазываю. Я смотрел много видео, кто вот так делает, кто-то вдоль, то есть да, без разницы, она и так будет держаться. Вот, то есть защелкиваю эти клипсы вот так вот, ставлю такие вот пластиковые сначала внутрь сюда, вот, 2 миллиметра у меня. И защелкиваю потом просто все, чтобы они ровненько подходили все. Отступил от пола на ширину. Здесь будет потом, ну это моя старая половая плитка. Вот я отступил на ширину, на толщину плитки и плюс еще, чтобы место было для клея. Клей я размешиваю. Ну, купил у нас, не знаю, у вас какой есть клей. Я сам его купил, 20 евро, вот этот мешок стоит, 25 килограммов. Я его делаю погуще, вот так вот, видите, вот, встает. Вот, чтобы, потому что, когда он жидкий, мало того, что он будет течь, все это будет сюда ляпаться. А густой вы размазываете, видите, ничего нету у меня, нигде никакой клея, остатков, ничего. Вот, то есть не надо ничего мыть после этого. Я тоже подсмотрел этого где-то, я не помню где-то кто-то все это рассказывал. Поэтому вот я сейчас все это обобщил и вот так делаю. И, соответственно, плитку я беру с разных коробок по одной. Вот, потому что, ну, тоже слушал других блогеров или кто-то ремонт делал. Говорит, лучше брать в разнобой, вот, чтобы не с одного пакета, вот, а то потом, может быть, цвета отличаться. Ну, вот я так и делаю. Ну все, друзья, давайте дальше будем делать.
Друзья, ну я уже положил плитку, я уже не буду говорить, как это ее уложить, или я вам уже показал, не помню как. Сейчас я покажу, как я делаю фух, ну, заполняю вот эти пространства между плиточными, вот так вот, такими движениями. Вот так это здесь у меня все потихоньку преобразовывается ванна в то, как я ее задумывал. Ну, покажи вот, Данила, здесь. Я вот уголок, надо было мне здесь тоже сделать, я что-то задупанул, смотрите, как красиво смотрится. То есть вот эта плитка, Данила, поедете сюда, да, видите, вот эту плитку я так положил под камень типа. Вот здесь фух я уже сделал, сейчас я буду губкой затирать это все. Вот. И там вот, смотрите, уголок тут получился красиво. Надо было это тоже уголок делать. Ну ладно, черт с ним. Вот. И сейчас я вот поролоновой губкой, вон там она лежит, я сейчас это буду все затирать. Данила, что ты делаешь? Ага, хорошо. Все, выключай. Все. Друзья, всем привет еще раз. Вот прошло 4 месяца, и вуаля, ванная комната готова. 4 месяца я здесь возился, вы все это видели, я все этапы снимал, вот вам показывал, как это я строил. Мы строили, наконец построили. Вот так вот выглядит одна стенка. Сегодня я занимался тем, что устанавливал вот такой вот туалет. Вот с таким вот, ну, не знаю, как это сказать, с таким вот шкафчиком. Там все установлены, все коммуникации, которые подведены для туалета. Вот. И очень удобно, если, допустим, какая-то течь, вот это снимается крышка, и вы имеете свободный доступ к этому туалету. Очень удобно, очень экономичная вода. 6 литров, если вы по большому, и по маленькому 3 литра сливает. Вот, ну так вот здесь все спрятал я, конечно, я уже все показывал. Вот, не знаю, видно там сейчас или нет, все спрятано именно, здесь нету ничего, видите. То есть все спрятано в стенке, все коммуникации. Вот такой вот шкафчик также. Радиатор тоже, наверное, уже вам показывал, как мы его вешали. Вот, очень удобный, электрический, то есть всегда можно настроить температуру. Вот с помощью этого пульта, сейчас у меня 17,5, но он хватит, он тепленький, он сейчас теплый. И полотенца очень быстро сохнут, потому что в Голландии очень влажная страна. Вот эти же пульты, я вам показывал, наверное, свет. Вот здесь включается этот свет. С помощью этой кнопки вот этот свет включается. Ну и с помощью этой можно спотовой лампой, я вам тоже все это показал. Это медиаплеер, это вентиляция. Вот, затем установили мы кабинку. Я это, наверное, не показывал, потому что, ну, в принципе, если кому-то интересно будет, или кто-то, может быть, хочет спросить, как я устанавливал кабинку, я тогда могу рассказать вам, где-то под комментарием написать все. Но это кабинка с парогенераторами, тоже уже это все говорил, вам парогенератор. То есть здесь как бы вот массажные все эти штуки, причиндалы. Вот. Сейчас, может быть, свет вам включу в ней. Вот тоже все на дистанционном пульте управления. Вот так вот. Здесь меняется свет по-разному. Можно свет менять. Так, где у нас свет меняется? Ну, я и не помню уже, где свет. Вот такой вот пульт управления. Вот. Сауну я тоже установил. Вот она так выглядит сауна. И как я ее устанавливал, я снял отдельное видео, так что оно будет следующее. Следующее видео, которое выйдет на моем канале, будет установка сауны. Вот видите, вот так она выглядит. Очень интересная вещь. А уже забегая вперед, я скажу, что я уже не парился несколько, не парился, сидел. Это не баня, это сауна именно. Вот, очень классная вещь, мне очень понравилась. Вот, ну, друзья, вот она, вот так вот у меня и получилась ванная комната. Если вам понравился этот видосик, пожалуйста, уж поставьте лайк. Вот оно, я здесь. Вот, буду вам признателен. Все, до новых встреч в эфире. Покедова.